День добрый! Всем привет! С вами Ирина и Виктория и канал На Позитиве. На улице наконец-то потеплело. Ми щасливі. За кілька днів буде правдива польська весна. Мы наконец-то сняли меха, я сняла шубу. И мы сегодня хотим вам рассказать, что произошло у нас в жизни за последнюю неделю. И мы поняли, что многие зрители подумали, что мы прощаемся с Польшей. А некоторые почему-то решили, что мы уезжаем жить в Канаду. У нас зрители очень внимательные, потому что поняли, что что-то таки происходит сейчас у нас. Поэтому Оставайтесь с нами, мы сейчас вам все расскажем. Мы нашли красивые первые весенние цветочки и очень хотим показать их нашим зрителям. Но вы не подумайте, мы так никогда не делаем, это первый раз, но нам срочно нужно в полисадник. цветочки далеко. Нужно показать. Я говорю, Виктория, давай вблизи их снимем. И что не сделаешь? Это что, роза? Это ты перелезла через розу? Я перелезла через забор. Все, что ничего не сделаешь ради того, чтобы показать вот эту красоту. Пожалуйста. Вот, смотрите, какие красивые цветочки весенние. Ой, они здесь разные. Какая нежность. А вот, посмотри, вот еще такая есть. А вот еще какие-то. Вы уже чувствуете, как скоро будет красиво. А вот тюльпаны. Уже иду обратно. Так, все, показали. Да, я видела, что там очень красивый. Сейчас еще один цветочек покажем. Я пока буду перелазить обратно. Так, перелазим обратно. Всем спасибо. И вот, покажи, какой красивый. Уже просто вечер. Я не буду днем красивая скоро. Сегодня мы немножко вам расскажем, что у нас опять происходит. У нас скоро заканчивается аренда нашей квартиры. Квартиру мы снимаем эту уже очень давно, уже больше года. И мы рассчитывали на то, что мы ее сможем продлевать сколько нам будет нужно. Но неделю тому назад к нам пришло письмо на электронную почту от хозяйки квартиры, и хозяйка нам поведала, что квартира повышается почти на $100, и плюс к этому мы еще должны подписать новый договор на год, на рок. А сейчас в Польше очень сложно найти квартиру, чтобы ее сдавали на месяц, на 2, на 3. Все хотят на 1 год. А так как год мы не планировали еще 1 год жить в Польше, мы в шоке и не знаем, что делать дальше. Да, мы немножко в растерянности, потому что мы не ожидали, что нам придется срочно ехать в Украину. И... Во-вторых, мы не ожидали, что повысится аренда квартиры. Но самое главное, это все можно пережить. Но самое главное, вот этот договор на рок, он нам вообще не подходит, потому что нам надо будет в любой момент уехать там через 3-4 месяца. Мы еще вообще не понимаем, что будет дальше. И мы в растерянности. И так у нас теперь получается, поскольку мы не знали, что будем так долго жить в Польше. Внезапно выехали. У нас был в Украине свой небольшой бизнес, который сейчас не функционирует из-за войны. И получается, мы платим большие налоги в Украине, платим за коммунальные услуги в Украине, а живем в Польше. Все платим там и еще платим здесь. Получается двойные расходы, но это все ерунда. Самое главное то, что мы уже относительно были спокойны, что ладно, едем мы домой, потому что действительно очень много проблем.
И как только мы начали собираться домой, дома, особенно в нашей области, стало очень неспокойно. Каждый день стали опять летать ракеты, каждый день летают дроны. Все, кто остался в Одессе, нам пишут, звонят: вы что, с ума сошли? Не едьте пока домой. Вышли, вот мы стали собираться в Одессу, и вышли сперва 17 кораблей в Черное море, потом 21 корабль, повыходили подводные лодки в Черное море. Что сейчас будет происходить, мы вообще не понимаем, что будет с той Одессой. Рядом Молдавия поднимает какие-то майданы, рядом Приднестровье поднимает, что мир сошел с ума. Мы думали, что эта война будет немножко как-то уменьшаться, а она как снежный ком, вот так вот все усиливается и усиливается. Люди вообще не понимают, что делать. Вот все пол Украины такие, как мы. Тот Днепропетровск, это Одесса, этот Николаев. Уже у всех заканчивается аренда, тоже у всех год. И все в шоке. Мы в большой растерянности, поэтому, наверное, зрители почувствовали такое наше настроение. У нас еще такая ситуация, мы любим безумно свою страну, свой дом, но мы теперь еще и любим очень сильно Польшу. Мама от нам всего всё время сердца. говорит: ходите и наслаждайтесь каждым днем в Польше, потому что вы за ней будете еще очень сильно скучать и плакать. И мы даже снимали то видео, и такое настроение было, что прям хотелось заплакать, что мы уже прощаемся. Но мы еще не прощаемся, и мы надеемся, мы еще уладим не знаем, свои... чем это все закончится. У нас еще неделя. Мы хотим все-таки посмотреть на новости, которые будут дальше, на войну, которая усиливается с каждым днем. А каждый день войны — это чьи-то жизни. И очень много чьих-то жизней. А война уже больше года. У всех такие проблемы. С кем не разговариваешь, у всех очень большие проблемы. Что будем дальше делать, никто не знает. Все жили себе, не тужили. И дожились. Но одно хотим сказать точно, что в Канаду мы не едем. Мы не знаем, почему наши подписчики решили, что мы едем в Канаду или уже в Канаде. Нет, в Канаду мы не едем. Мы надеемся, нам не придется ехать в Канаду. Наши друзья всех разбросало по всему миру. Одни в Турции сидят там под этими землетрясениями, другие в Болгарии, третьи в Чехии. В общем, все разбросаны по всей Европе. Сейчас вам покажем, перейдем на позитив и покажем вам, как уже природа оживает, потому что вот весна. Я сказала, ты мне не дала договорить. И вот такая вот у нас неделя сложного выбора. Из Польши уезжать страшно, потому что понимаешь, что закроешь уже ПСЛ, все документы, выезжаешь навсегда. И страшно возвращаться в Украину, потому что там дальше будет происходить, неизвестно. Потому что возвращаться сюда далеко. Если выедем в одну сторону, в Одессу. И не знаем, что делать. Мы нашли чаек. Где она? Где-то камера не ловит ее. Чайки. Ну, откуда? Класс. Мы с Викторией снимаем это видео, и у нас просто над головами прилетело 2 или 3 чайки. Откуда в Люблине чайки? Мы в шоке, они так низко пролетели. Виктория, наверное, это знак, что мы все-таки поедем домой скоро. Не пугай наших подписчиков. Мы аж, знаете, неожиданно. Первый раз за год мы чаек увидели. Послушайте кукушку. Это не кукушка, это голуби. Да. Так красиво пели птички. И только мы включили камеру, сразу все закончилось. Ой, Ирина, смотри, какая-то дорожка, как будто в лес. Идем. Хотелось бы подумать, что эта дорожка ведет в какой-то лес.
Но нет, это 100% какой-то частный сектор. Но мы же, конечно же, пойдем на разведку, посмотрим, что там есть. Идем, а то у нас такое настроение не очень. Пойдем, может, В лес. веселее жить станет. Новые елочки молодые. Зеленые, еще такие нежные. Посмотрите, какая красота! А шишек сколько на земле. Ого. Вот такие шишки. Посмотрите, здесь подобие маленького леса, очень много елок и вот дом с видом на лес. И так пахнет сыростью, как в лесу. Сыростью и хвоей. Куда мы идем? Куда мы идем? Так, идем мы идем. Нашли такую красивую полянку с такими, как ромашками. Как они в таком холоде тут живут, растут? Не знаю. Смотрите, боже, как на душе радостно, когда приходит весна. Ой, это да. Мы нашли такое интересное дерево. Посмотрите, здесь оно как будто наполировано, такое блестящее, красивое, а здесь продолжается кора. Я такое первый раз вижу. Посмотрите, здесь обычное дерево. А дальше вот как, О, посмотри, как посмотри, скоро блестит. цвести будет. Цвести будет? Ага. Смотрите, скоро все будет цвести. У меня весной день рождения, и как раз в эти даты всегда все деревья цветут, все зеленое, все цветы цветут, в общем. Да, у скоро Виктории будет в конце красота. апреля день рождения. В Одессе всегда в конце апреля цветут все деревья. В Польше тоже. В прошлом году же так же было. Я не помню, когда в прошлом году цвели в Польше Ну, деревья. Конечно, было. А вот какая красота. Хотелось бы попробовать, но, наверное, не стоит. Мы на самом деле уже настолько сильно привыкли к жизни в Польше, привыкли к этому языку, что между собой даже часто общаемся, разговариваем о том, что будет сложно теперь приспосабливаться к жизни дома, потому что ты действительно уже отвык от повседневной своей жизни там. Дело в том, что жизнь дома уже никогда не будет прежней, и мы все это понимаем. Все говорят, что то, что было вчера, уже не повторится завтра. Поэтому надо как-то адаптироваться. Это будет, конечно, сложно. И вот мы с Викторией идем и рассуждаем. Мы не понимаем, почему нельзя... Мы будем, конечно, просить нашу пани, хозяйку квартиры. Вот мы же не то что заселяемся, да, на пару месяцев и выселяемся. Мы уже насколько давно живем в этой квартире, очень исполнительно все платим. Нам никто ни на что не напоминает. Виктория, Бережно ко всему мы относимся. очень бережно, потому что квартира хорошая. Будем просить Мы надеемся, очень надеемся на то, нашу что пани. у нас получится уладить квартирные вопросы, и мы сможем остаться. И очень боимся остаться без квартиры в Люблине. И то, что что-то будет происходить в Одессе, и мы не сможем вернуться обратно. Вот этого мы боимся Да. больше всего. Очень страшно, что можно поехать домой и попасть на самые неприятные события, потому что мы читаем новости и видим, что не очень хорошо и не очень спокойно. И вообще мы не понимаем, почему вышло первый раз почти за год столько кораблей. Что будут эти корабли делать? Мы из-за этих кораблей и уезжали, потому что ты стоишь, смотришь в окно, в окне море, а на море корабли. Ты смотришь на корабль, а серый такой страшный военный корабль смотрит на тебя. И ты не знаешь, понимаешь, что ничего хорошего он для тебя не несет, этот корабль. Так что вот так. Итак, минуточка юмора. Пока мы снимали видео, мы нашли себе мешкання. И если нас хозяйка квартиры выселит, пожалуйста, нам есть где жить с нашими вещами. Альтернативный вариант.
Коттедж, целый коттедж. Дешево, сердито, большая площадь. И влезет все, чем мы обжились за год проживания в Польше. Я думаю, что мало стоит. Так тут каждому по комнате, Виктория. Наверное. А давай посмотрим. Ой, каждому и кухня, и коридор. Шикарно. Апартаменты. Собираем, Зато мы Виктория, вещи. останемся в Польше. Зато в Польше. Уже так птички поют. Небо синее. Сразу настроение хорошее. Эти деревья красивые, они уже скоро, наверное, начнут зеленеть. Вот прям чувствуется в воздухе весна. А вот в самоходе такий песик, такий смешнюткий. Пригрело солнышко, и я чувствую себя таким весенним, желтеньким или рыженьким котиком. Так хочется просто загорать и наслаждаться солнышком. Поэтому, дорогие наши зрители, пожелайте нам удачи, чтобы наш квартирный вопрос разрешился и хотя бы на одну проблему в нашей жизни стало меньше. Да, надеемся, время покажет, как оно правильно будет. Время покажет, Бог поможет. Надеемся, что мы примем за эту неделю очень мудрое решение, которое нам спасет жизнь в дальнейшем. Сейчас такая ситуация в жизни, что каждое решение нужно очень сильно взвешивать и ответственно к нему относиться. Мы желаем вам хорошего настроения, много улыбок, будьте счастливы. Всем мира, всем добра, всем самого лучшего. И всем бузячки. И остаемся на позитиве.